Я понял, что школа меня вообще не интересует. Я люблю в волейбол поиграть, на сноуборде покататься. Проблема в том, что мне хватило бы даже одной комнаты, мне кажется. Я иногда просто хочу побыть наедине с собой, не показывать никому ничего, просто вот так. Полный жир комп. Ма, принеси молочка. Добро пожаловать в Kappa Virtual Hub. Пространство, где ваши возможности не имеют границ. Настало время менять игру. Всем привет, это Virtus.pro, и сегодня мы пришли в гости к капитану нашего состава по Rainbow Six Siege, Джойстику. Пойдемте. Даня, здорово. Здорово. Мы пришли к тебе сегодня в гости, чтобы посмотреть, как ты живешь, твой быт, твои комнаты, вообще убранство. Давай показывай. Да, давай пойдем. Только давай сначала поедим, а то с утра вообще ничего нет. Погнали. Друзья, мы как раз попали на обеденное время, так что не серчайте, мы немножко поедим, вы тоже накладываете себе кушать, наливайте чаек, так в такой уютной атмосфере немножко покушать. Отлично. Как ты приготовил? Я пока не пробовал. Я просто нереальный шеф-повар, очень долго готовил. Вот вы, когда на турнирах находитесь, как вы питаетесь? Вы там доставками или сами готовите, или у вас есть там какая-то столовая? Нет, обычно, когда мы приезжаем на турнир, там шведский стол практически всегда. В Мексике была вообще самая офигенная опция. У вас был выбор, вы на телефоне качали приложение, и можно было себе выбрать прям меню какое угодно. То есть у тебя был выбор из блюд, ты себе заказываешь, тебе прям в номер приносят. Даже там можно было даже выбрать либо в номер, либо в практис. Как это происходит? Вы вместе все хаваете, как в лагере типа? Или вы там кто где? Или у вас такие, так, мы сыграли игру, теперь все идем обедать? Или каждый сам по себе? Ну, обычно стараемся кушать все вместе, потому что обычно ты даже когда на лане, вы передвигаетесь все вместе, все делаете вместе, но иногда бывает такое, то, что кто-то хочет кушать раньше, кто-то не голоден еще, хочет покушать попозже, поэтому, мы особо не заостряем на это внимание, захотел поел, не захотел не поел. Вот у тебя плов, ты приготовил плов. Какое твое любимое блюдо именно сейчас? Не знаю, все что угодно. У меня такое переменчивое, так сказать, настроение в плане еды. Я могу один месяц очень что-то сильно любить, любое блюдо какое-то, и потом на следующий месяц там перейти абсолютно на какое-то противоположное. Но единственное, то, что я, наверное, ненавижу, это рыбу. Вот в детстве какое самое любимое твое блюдо было? Я думаю, что в детстве это практически все, что готовила бабушка и мама. Реально, домашняя еда — это прям перфект, приготовлено с любовью. Хотя вот супы я вообще не люблю. И летом, допустим, вообще не понимаю, как люди едят горячее. Не то, что едят горячее, а суп для меня — это только чисто, когда минус 40 зимой, согреться прям. Только тогда я ем суп. А так обычно... борщи всякие, что там еще обычно, сырники, вот такие домашние всякие приколы. Это я не могу есть еду, которая для меня отвратно выглядит внешне. Я не могу есть холодец, я не могу, я смотрю на это и думаю, фу. Там еще частички. А родители сидят, ой, боже, как же тает на языке, очень вкусно. Я сижу, думаю, боже мой. Были ли у тебя продукты, к которым ты пришел только с возрастом? Вот как эти мемы про оливки, там тот же холодец, селедку под шубой. То есть ты в детстве такой, я это никогда не бубуду есть. Вот у меня с селедкой и с оливками такая была тема, что ты прям, это же отвратно, как это можно есть? А потом с возрастом ты понимаешь, что это нормальная еда, которую... Не знаю, я оливки и маслины, я не хейтил в детстве. Я думал, нормальные продукты. Просто специфичные на вкус, но... А так... селедка под шубой. Я до сих пор не ем. Это же селедка, а я рыбу хейчу. Точно. Хейтер рыбы. Поэтому... Яичницу я в детстве вообще не ел, я такой типа фу. А потом и омлеты всякие, и еще что-то, и саму яичницу тоже. Молоко, мне кажется, я просто нереально сильно его в детстве перепил. Я очень много пил молока,
А сейчас я такой, типа, ну молоко и молоко. Я в детстве очень любил его. Я помню, орал, когда еще маленький был. Я просто очень долго его пил, в плане, ну, дети обычно на каком-то возрасте там заканчивают его пить. И просто так. А я помню, я вставал с кровати ночью и орал: «Мама, принеси молочка!» Да, это было, честно, мне кажется, это было лет до 6-7. Ну, то есть, очень долго это было. Вот то, что из рыбного, кстати, я могу есть только с креветками. Вот, допустим, даже суши. Я с рыбой просто не могу, мне не нравится вкус. А вот с креветками они как-то замешаны так, как будто это не рыба. Меня еще, помню, часто в детстве обманывали. Есть же всякие там исследования научные, там бла-бла-бла, что там рыба, она помогает там развиваться мозгу, еще чему-то. И вот мне постоянно в детстве, я помню, подпихивали вместо куриных котлет рыбные. И я ел рыбные котлеты и говорил: это рыба, это рыба. Мама говорит: да нет, просто папа купил рыбу, она полежала рядом в холодильнике, и типа запах рыбный. Я такой: нет, это не может быть такого, это рыба. Но я в итоге все равно съедал через силу, потому что думал, что, ну как, родители меня же не обманут, это же святое. А из напитков? Напитки вообще... Не понимаю, как люди пьют томатный сок. Вот люди делятся либо любители томатного сока, либо вообще не пьют. Пицца с ананасами. Ну, я, кстати, к пицце с ананасами нормально отношусь. Вот для меня, любой топпинг в пиццу, который ты любишь, который тебе нравится, добавил, съел. Ни чай, ни кофе вообще не пью. Кофе пью только когда мы ездим на турниры где-то, просто так чисто зайти, именно насладиться вкусом кофе. Не ради того, чтобы взбодриться, там еще что-то. Меня ни кофе, ни энергетики вообще не бодрят. От энергетиков, кстати, наоборот, даже, для меня лично, индивидуально я понял, что когда я пью энергетики, у тебя 10 минут на все не то, что даже активно, просто продолжается твое состояние обычное, а потом просто как-то начинаешь залипать, что-то, в сон клонит. Тут пью дома только воду. Вообще только воду. Если из доставки могу себе что-нибудь заказать, типа Липтон, Нести, так чисто. А так в целом только вода. А из сладкого? Сладкое — это просто, я не могу без сладкого жить. Эта привычка, мне кажется, у меня еще пошла с детства. Я просто обожаю сладкое, вообще в любом виде практически. Хотя вот многие отказываются от сладкого так легко, типа, просто, сладкое, типа, съел одну конфетку. Я если начну, это все, я не закончу, это не остановится. Вот если я начну есть вот это, все, что на подносе, я за день, я без рофла говорю, за день могу все это съесть. Но для меня нет никакой проблемы вот это все уничтожить. Но это при том, что у тебя еще нет, ты не пьешь чай, у тебя нет соблазна каждый день это делать. Я просто начинаю есть конфеты и все. Это, кстати, проблема. Мне много кто говорил, что это очень важная штука про скорость поедания еды. То есть надо там переживать 33 раза и вот это вот все. Я сейчас начал уже в осознанном возрасте как-то хотя бы, за этим следить. Целыми котлетами ты так типа прокладываешь. Я так же ем. Я до сих пор так ем. Просто я сейчас ем, так, аккуратно очень. Обычно я все. У меня даже родители говорили в детстве: почему ты как хомяк ешь? Потому что я напихал, все там как что-то сделалось и внутрь. Именно так. Вот у меня начались недавно проблемы из-за этого. Типа иногда случаются такие вещи у нас типа с организмом, которые ты не можешь себе объяснить. Ты такой: зачем эти, грубо говоря, восьмерки, зубы вот эти? Они чтобы что сделаны? И такое мучение. Я так пришел к хирургу, который мне, или как он называется? Когда он удалял мне зубы. Я ему говорю: а для чего вообще тогда нужны восьмерки? Он говорит: чтобы я работал. Типа, а как я буду? Да. Ужас. По факту так и есть. И типа, почему это так сильно сложно? Почему у нас типа организм не эволюционирует так сильно, чтобы ты такой, раз поколение кончилось, ты такой: все, восьмерки нам не нужны, как хвост. Меня просто еще бесит в целом в жизни то, что у тебя, если что-то начинает портиться, то оно портится очень-очень медленно, а потом это не. И ты не замечаешь, да, это вот типа осанка, типа зубы. Вообще. И вот это еще за секунду, не исправить. Чтобы исправить осанку, надо делать тебе там зарядки. Тебе нужно потратить на исправление этого столько же времени, по сути, сколько это ломалось. А причем еще самое важное, что люди привыкли, что они учатся только на своем опыте. Да. И даже когда мне родители говорили... Тебе говорят 100 тысяч раз, ты потом умрешь. Да, тебе говорят: сиди ровно, осанка, это важно, чисти зубы, это важно.
там, я не знаю, все что угодно, это важно. Ты такой, да, полная шляпа. Пожалуйста, чистите зубы. Вы на полном серьезе. И сидите правильно, нигде там. Вот если вы что-то сломали, пожалуйста, потом какую-то гимнастику делайте. Вот я сломал спину. Сломал спину? Я сломал спину еще в 13-м году, и сейчас сломал спину, типа, вот в 23-м. Если вы что-то сломали себе, вам все вылечилось, там, с гипсом походили, если вам врач говорит, типа, ну, поделай упражнения, ты такой, да срал я эти упражнения, все, можно, типа, ничего не делать, нормально, гипса нету, все отлично будет. Ничего! Вы потом, плохая погода случится у вас, вы просто умрете, у вас на погоду будет болеть, это, типа, кстати, в 20 лет. Вот ты рассказал про перелом спины, но у меня переломов не было, но у меня была трещина в ноге, и я ее получил очень прекрасным способом. Я играл в КС, и мы закончили катку и начали новую, поиск. А у меня были тогда громкие наушники, я слышал через всю квартиру, если найдется игра. Я пошел себе греть еду, разогрел еду, взял поднос и слышу, что игра нашлась. А у меня тиммейты там орут, типа, Давай, принимай! Данил, ты где? Типа, принимай. И я понимаю, что надо ускориться. Начинаю бежать, и с подносом бегу, и ударяюсь правой ногой мизинцем об тумбочку. Я думаю, да, я 100 раз так бился, Ничего не было. И понимаю, что я пытаюсь наступить на ногу и не могу. Думаю, ладно, пофиг, пройдет. Допрыгиваю на одной ноге, принимаю катку, играем мы 3-4 игры в КС, приходит папа с работы, а мне что надо сделать? Открыть дверь. Я иду, понимаю, что я до сих пор не могу на нее наступать. И я очень много родителям тогда врал по поводу того, что у меня болит живот, болит голова, чтобы утром остаться... И, короче, я был в школе, по сути, я мог как делать? Они могли утром уходить на работу, я мог где-то гулять возле дома, типа, да, и вернуться. Я мог так делать, но я был таким, типа, послушным ребенком, и я думал, это все, это если я так сделаю. Если меня спалят, меня расстреляют буквально. И я как делал? Я говорил, что у меня болит живот, либо голова. У меня поэтому родители всегда думали, что в детстве у меня проблемы какие-то нереальные со здоровьем. Вот, у меня болел живот, либо голова, я остался дома, играл. И я, короче, пошел открывать дверь папе, открыл, все нормально, говорю, я не могу на ноге ходить. Он такой, да опять своей ногой, типа, говорит, да ладно, мама придется работать, типа, если до этого не пройдет, потом пойдешь, типа, в поликлинику. Я такой, типа, ладно, окей. Мама приходит с работы, ничего не вылечилось, они такие, да боже, опять, типа, что-то напридумывал. Я такой, типа, ладно, окей. И я встаю утром в школу и говорю, у меня болит нога. Они такие, не рассказывай. Иди в школу. Они сказали, иди в медпункт, в травмпункт с ногой, ну, типа, с трещиной в ноге. Я надел свои ботинки, дошел до травмпункта. И они говорят, а как ты сюда вообще дошел? Да. Я говорю, а что такое? Они говорят, у тебя трещина в ноге, ну, типа, без смещения. Она говорит, если бы ты сюда сам шел... Что-то бы... Не, они говорят, у тебя было бы смещение, а у тебя его не было. И они смотрят на мои ботинки, а у меня такие были кеды жесткие. И говорят, у тебя типа как гипс, да. И если бы ты был в каких-то других ботинках, у тебя было бы смещение, и фиг знает, что потом было. Я говорю потом родителям, ну чё, трещина в ноге. Сестре еще было тогда очень обидно, что я из-за любой фигни мог прогулять школу, а ей, типа, она была старше на 5 лет, и ей говорили, нет, прогуливать нет. Она там говорит, у меня там болит, я говорю, вот так же ей говорили, типа, один урок там пропустишь, потом пойдешь. А я вот всегда говорил, у меня голова болит, но я еще притворялся, очень великое актерское мастерство у меня было, и говорил, ой, все, я не могу. И все, меня оставляли дома, а я в комп играл. В общем, не врите своим родителям, а если врете и вас двое в семье, то распределяйте как-то вранье, ну, чтобы честно было. Одну неделю один соврал, другую другой. А мы пойдем посмотрим квартиру Джойстика. Ну что, вот она, моя спальня. Тут особо нечего рассказывать. Тут всё в шкафах все, трусы, носки, постельное белье. Так чисто, как будто ты не один живешь. Нет, это просто спасибо огромное моей маме, которая помогла разобрать этот завал и перед вашим приходом, понимаете? Поэтому тут особо нечего рассказывать. Тут тумбочки, там какие-то принадлежности лежат. Это картина моей мамы. Там миниатюрная версия, которую она пробовала. Это большая версия, так скажем. Она занимается этим профессионально или... Нет, она просто любительски, как хобби, это ее увлечение, так скажем. Но выглядит профессионально, как будто бы для отелей рисуют. Я думаю, ей будет очень приятно это слышать. Так, это шмотки. Шмот. Тут ничего особенного, просто футболки, худаки какие-то. Ты не такой, не шорты. любитель там Гуччи, Прада. Не, я считаю, что это абсолютный потеря денег твоих, waste of money реально. Поэтому у меня ничего такого нет. У тебя такой стиль одежды, ну, типа, посвободнее. Да, я люблю просто мешковатый стиль.
худи, штаны. Комфорт. Вот единственное, к чему у меня лежит душа покупать, это кроссовки. На них я реально могу потратиться. Очень красиво, стилево выглядит. Ты такой, оп. У вас в команде, по-моему, все такие не особо там на Гуччи каких-то. Не, вот у нас, кстати, брендах. именно в этом плане. Мне что нравится, это кроссовки. Я готов потратить достаточно хорошую сумму, чтобы купить себе какие-то прикольные кроссовки, потому что мне нравится эстетически, как они выглядят, там под какие-то сочетания лука твоего, так скажем. Вот. А в остальном, я не понимаю, на самом деле, вот это, там, кофту за 50 тысяч купить. Нет, я понимаю в целом... Теоретически я могу понять. Нет, я понимаю в целом, откуда это берется, то, что, допустим, когда твой уровень дохода растет, для меня купить кроссовки – это то же самое, что для них купить кофту. То есть, если твой уровень еще растет, ты себе начинаешь позволять то, что не позволял до этого. Да. Чтобы закрыть хотелки свои. Ну, не то чтобы даже хотелки, просто для тебя становится, допустим, для меня доступно, я для себя потолок, допустим, кофта за 10 тысяч рублей, для меня это потолок, допустим. Для них тот же самый потолок просто растет, они думают, блин, понравилась кофта, 50 тысяч рублей готов на нее потратить. То есть, в принципе, вот, ну, для меня это очевидно. Но я все равно не понимаю, так скажем, пока что на данный момент таких людей. То есть я бы не потратил никогда 50 тысяч на кофту. Ну, допустим, Гуччи, там, Прада, что угодно. У тебя отпариватель тут стоит. Да, я его купил, думаю, что утюгом я пользоваться не буду, но и этим я тоже не пользуюсь, поэтому... Продам отпариватель. Да, не, продавать не буду. Возможно, когда-нибудь оно будет использоваться. Пойдем посмотрим, что в зале. Ну, достаточно просторно. Как будто бы здесь танцевать. Ну, тут вообще можно делать все, что угодно. Мы тут на Новый год ставили стол с кухни, переставляли. Вот. Тут, в принципе, тоже ничего такого. Тут все для уборки, там швабры всякие. Гладильная доска у тебя есть. Да, но утюга нет. Так что... Вот, тут, кстати, лежат эти коврики мои. Почти старые, использованные? Коврик со всех турниров, да, тут использованные. Как часто ты меняешь коврики? Стараюсь раз в полгода примерно. Я, кстати, даже не знаю, что в этих шкафах, поэтому будет. Елка, как обычно. Ну, у каждого, я думаю, есть елка дома. Тут какие... О, выпускные ботинки, прикиньте. С выпускного? Да. Ты серьезно говоришь? Да. Какие из них? Вот эти. Шу-шу, это что за тяги бархатные? Извините, пожалуйста, я не мог этого не сказать. Как ты в школе учился? Я особо не помню, но не помню, чтобы такого было прям очень много плохих оценок. Ну так, среднячок чисто. Хорошист. Хорошист. Между 4 и 3. Ты по настроению был как хулиган или просто... Не, я помню, что я был просто очень позитивный ребенок, постоянно за какую-то движуху что-то там делать, куда-то сходить, гулять. Было прикольно, пока не появился комп. Это очень важное уточнение. Все у нас актив класса Да. до первого компьютера. Да. Прикольно. Так, а чем занимались свои родители в то время? Родители, ну я вот честно особо не знаю, я никогда не углублялся, потому что мне, честно, работа их была неинтересна в плане, сферы деятельности. Я знаю, что у папы биолого-химическое какое-то образование, у мамы примерно что-то такое же, и они работали в каких-то компаниях по типу «Газпрома», что такое. Я даже не знаю, в какой компании, собственно. Я почему спрашиваю? То есть вы, как я понимаю, не жили в таком условном достатке? Я считаю, что наша семья была выше среднего достатка. То есть у нас всегда было там отпуск летом, то есть это не было какое-то прям нереальное какое-то событие. Всегда семья была в достатке, то, что хотелось, у меня всегда было. То есть... Просто часто бытует такое мнение, что там в тир-1 киберспорте чаще всего попадают люди, добиваются успеха, да и вообще, наверное, в любых сферах, из регионов, у которых как бы не все очень хорошо, там и все такое, и они чувствуют цель, ради чего им надо... Да, я тоже так считаю, что на самом деле много людей выбиваются именно из регионов, потому что они как раз-таки видят, что в их городе особенно нету какой-то структуры, где можно подняться по карьерной лестнице, как-то работать. И киберспорт — это, по сути, одна из немногих сейчас вещей. Но сейчас появилась IT-сфера. В киберспорте можно играть откуда угодно. Да, есть пинг, это окей, но у тебя все равно есть возможности куда-то пробиться, что-то показать, кто ты вообще такой, как ты круто играешь, и тебя заметят. Я начинал на обычном стуле, сидишь, что-то какие-то у тебя, из Икеи стул, там, я не знаю, за 500 рублей, мне кажется. Комп вообще, там, 60 Гц моник, и все тогда играли, кайфовали, никаких не было загонов, все было
круто все играли. Когда у тебя появился комп? Во сколько лет? Комп появился, мне кажется, у меня очень рано, но я тогда не особо в него задротил сильно. То есть у нас компьютер, мне кажется, появился, когда мне было лет 7. И я смотрел, как папа играет в космических рейнджеров, в третьих героев, в какие-то там в XCOM. Я просто сидел, наблюдал сзади. Я смотрел, типа, о, прикольно. И потом у нас появился второй компьютер. И появился огромный такой длинный желтый провод по всей квартире, локальная сеть. Да, и да. вот тут мы начали играть в Диаблу вместе, мы начали играть по локальной сети в Героев, короче, какой-то вот уже появился компетитив, так скажем. Но тогда меня батя без шансов выносил, он просто вперед ногами меня и в Героях, и в Call of Duty, во что мы только не рубились. Но потом уровень игры вырос, и я его уже бегал в Call of Duty с ножа резал. По сути, он как бы тебя привел, грубо говоря, в игры. Ну, вообще, по факту, да. Если бы у нас не было там ни компании, локальной сети, возможно бы я вообще не познал, что это такое. Ну, потому что в основном же, особенно в регионах, тогда еще было такое детство, где все что-то на улицах бегают, там банки какие-то воруют, собирают, что-то металл там сдают. Ну, вот так раньше было, все прикалывались, бегали, поэтому... У тебя было такое, что мама, например, говорит, ты сидишь за компьютером, мама тебе говорит, давай там делай уроки, а батя говорит, подожди, он сейчас компанию героев закончит. Вот все равно вот эта тема с онлайн-играми, типа поставь на паузу, там вот это все было. Даже и то, что у нас было 2 компьютера, из-за того, что папа играл постоянно в одиночные игры, у него это было спокойно. Поставил на паузу, отошел, поел, там что-то сделал. А у меня в онлайн-играх все равно было вот это «кушать!» Я говорю, мам, не могу! И вот это было, но учеба для моих родителей всегда стояла на первом месте. То есть у нас был договор о том, что я, допустим, прихожу со школы, делаю уроки, поэтому я их не записывал в дневник, домашние задания, чтобы поменьше делать. И да и все, они говорили, сделаешь уроки, потом свободное время тратишь за компьютером, то все что угодно. Но ты еще рассказывал, что там была механика доступа к компьютеру. Да. Я не знаю, на самом деле, кто это придумал, но я думаю, они как-то вместе, там, мама, папа придумывали идею о том, как меня завлечь вообще в школьные занятия, в уроки, чтобы сочеталось все это, и компьютерные игры, и уроки. И вот у меня папа говорил, вот в этой книжке, вот тебе надо прочитать вот этот параграф, тут где-то зарыта информация о том, какой у тебя пароль. И она была на самом деле не просто ее добыть, надо было там 2 раза перечитать, что-то тут посмотреть, как-то мозгами там пошерудить, подумать. Только тогда ты мог... Там еще была же такая проблема, что в винде несколько раз можно несколько ввести. раз можно, и потом у тебя какой-то перерыв там 5-минутный. И ты сидишь, что-то думаешь, когда опять не получилось, опять 5 минут ждать. Ты отучился в школе. И наступило время, когда у меня, получается, есть сестра, она на 5 лет старше, чем я. И я, получается, был в 6 классе, а ей надо было поступать в институт в 11 класс. И так совпало, что папе предложили работу в Москве, мама тоже как-то там подсуетилась, и ее, по-моему, тоже перевели в Москву. Сначала папа уехал туда, по-моему, на год, и потом мы за ним переехали. На разведку. Да, все переехали за ним в Москву. И вот мы оказались в Москве, сестра поступила в институт, а я перевелся, получается, в школу. Это было очень трудное для меня время, прям нереально трудное. Еще в московскую школу из региона. Потому что, во-первых, уже подростковый возраст, там 6 класс, какие-то компании уже сформированы в школе, мальчики там как-то по своим группам разделены, у меня были такие специфические интересы, там, комп, киберспорт, все дела, я уже тогда всем этим горел, особо не выходил гулять как-то, очень трудно было, поскольку сложно завести друзей. Но это сейчас я еще понимаю, что тогда было не сложно, потому что в школьные времена это на самом деле легко было сделать. Вот после института уже как вообще найти людей, это очень сложно. И еще растет же при этом недоверие какое-то, там ты уже обо что-то обжигался в жизни. Для меня было очень сложно, и вот тут я думаю, что я замкнулся в себе и прям очень плотно начал играть в компы. Я понял, что школа меня вообще не интересует, у меня там было очень много конфликтов, каких-то драк, очень много всего этого было, и я такой, не, школа это не мое, я пытался от этого как-то всегда бежать, школа для меня была каким-то вот таким негативным аспектом. Именно по атмосфере там среди людей или там предметы? И по атмосфере, и поскольку Ухта была это маленький город, там как-то учителя больше индивидуально относились. То есть у тебя какие-то плохие оценки, они понимали, что тебе надо подтянуть, там атмосфера была лучше, все были как единый класс, вот было как-то все круто, а в Москве прям я понял, что не все так просто, что у тебя будет очень много конфликтов,
недопонимание и так далее. И вот я тогда замкнулся в себе и начал очень плотно играть в компьютер. Тут в зале есть еще у меня шкаф, в котором хранятся всякие тоже... Ну, вот у каждой семьи, я думаю, есть пакет с пакетами. Да. Но только у меня это сетчатая... У тебя тут кепка с кепками. Вот шапочка. Оп. Вот, берите пример с человека. У него ВПшные атрибутики больше, чем у любого ВПшного фаната. Это факт. Очень тепло, кстати. Я уже тестировал. Да, шапки вот эти крутые перед новым. Че, вот тут еще у меня ботиночки лежат, в которых я в основном хожу. А тут в зале, ну, естественно, диван, телевизор, чтобы телек... Кстати, видно, насколько часто я его использую, что аж пленка не снята. Заклеен. Да, я его... Ты вообще на нем ничего не смотришь? Я вообще ничего не смотрю. Ну, а как ты время проводишь в зале, типа, что ты в зале? Ничего. делаешь? Проблема в том, что мне хватило бы даже одной комнаты, мне кажется. Это, ну, точнее, спальня и игровая. Все, я, по сути, больше ничего не делаю. Тут стоят бутылочки с турниров, которые нам выдают. Тут вот Copenhagen Major. Тут даже написано джойстик, 2021 год откуда-то. Так, с чего ты начал? Я очень много игр перепробовал. Сначала играл в Warface, потом я играл в Point Blank. Потом я вот как раз-таки, по-моему, International начались, я начал играть в Доту. Понял, что Дота это вообще не мое, я не умею нажимать кнопки. Вот это моба игры, ой, как это называется? Моба игры это вообще не мое. Хотя я отыграл достаточно много, у меня 6000 часов в Доте, но рейтинга как такового серьезного не было. Ну, я там 4000 плавал туда-сюда. На пудже в миду играл. У меня был ДК Хук, я думал, как же круто, как же очень круто. После доты был КС Source. Очень много в Source играл. У меня 1013, мне кажется, часов в Source. Потом я перешел в CSGO. Там я вот уже в более осознанном возрасте понял, что могу как-то в киберспорт прорваться. Ты понял, что в этом можно чего-то достичь, когда только в Go пришел? Почему? Как это переменилось? Вроде ты видел, что я видел, Dote, что у меня есть результаты, я видел, что все ребята, когда со мной играют, говорят, типа, ты круто играешь. Но все равно, когда вы играете в компании, все понимают, какой примерно уровень игры игроков. И я всегда понимал, что у меня он чуть выше или на голову выше, чем у других ребят, с кем мы играем. Но я не понимал в то время, как это реализовать. Ну, то есть я играю круто и играю круто. А дальше как двигаться? Ну, не было тогда никаких гайдов, типа, как ты должен там пройти. Пошаговая инструкция к Да и сейчас ее нету. Очень много людей задают вопросы, как пробиться в киберспорт, как попасть. То есть это очень сложно на самом деле. Вот потом после Сурсы у меня была CSGO, где уже был какой-то рейтинг. То есть сначала я играл в матчмейкинг, достиг самого высокого звания, и потом я думал, а куда дальше двигаться? То есть какие платформы есть. И я играл тогда ECU, Faceit, и там уже есть рейтинг, прям по строчкам ты видишь. И ты соотносишь себя с другими игроками, и понимаешь, я тогда был в топ-5 игроков России. И я думал, блин, топ-5 это прям что-то нереально круто. Я писал много в какие команды, пытался как-то что-то там куда-то попасть, вообще ничего не получалось. То есть у всех были сформированные стаки, никуда меня самого не звали. Я, думаю, что-то не получается как-то, я играю. И я себе дал тогда 3 месяца, чтобы пробиться в ФПЛЦ, это выше лиги. У меня не получилось. Я понял, я хочу быть частью киберспорта, участвовать в этом, но мне нужна другая игра. Потому что я понимал объективно, что... Ты как бы постучался во все двери и понял, я объективно понял, что очень большая конкурентоспособность. То есть очень много людей, которые и так уже занимают твои места. Это надо ждать, пока кого-то кикнут, либо кого-то там расформируют. И я не мог этого... Ну, надо было еще заявлять как-то о себе. Турниров тогда было не особо много. Вот. И я понял, что я хочу в другую игру. И мы учились на кафедре киберспорта. К нам пришел наш руководитель и сказал, вот у вас есть состав по CSGO, у нас был внутри института состав. Мы ездили тогда на чемпионаты от института, я не помню уже, как они называются. Студенческие какие-то лиги, вот типа того. Мы ездили этим составом, и нам сказали, вот нас позвали на турнир, наша кафедра его, грубо говоря, то ли спонсирует, то ли что-то. У нас там волонтеры от института там были, то есть вот такое. И нам сказали собрать состав от института. Мы туда поехали, вообще без шансов проиграли, нас прям все команды унизили. Ну, у нас там было часов по 100 у каждого до этого турнира, когда у ребят там 2-3 тысячи часов. Игра была тогда относительно новая, ей даже, мне кажется, года не было. Вот, мы поиграли, меня очень зацепила механика игры, как вообще все это работает.
И у меня уже была тогда... Мы про Радугу уже говорим. Уже про Радугу, да. Всё, Я, видимо, пропустил, что нам сказали собрать состав по Rainbow Six. Да. Вот это был первый турнир в России. Нас сюда позвали как команду от института. Там было всего 4 команды. Вот. И я посмотрел, как ребята играют, посмотрел вообще, какая это игра. Ну, крутая мне механически понравилась. Плюс у меня уже была стрельба, основы стрельбы из Counter-Strike. Я очень хорошо стрелял механически. Но, чтобы привыкнуть ко всем механикам в Радуге, мне понадобилось год. Я год вообще не понимал. Ты еще как будто бы быстро все понял, там же вообще ужас. Я год просто понимал, что в этой игре происходит. Какие тайминги, что примерно когда происходит, что тебе надо вообще делать для того, чтобы выиграть. Потому что это совершенно другая игра, не похожая на никакие остальные. И вот так вот. А потом, после того, как я отыграл в нее год, я понял, так, я готов врываться. Я начал писать самой крутой команде тогда в нашем, в России. Костяк из нее частично есть сейчас. Это... оттуда остался только Шепард, вот мы с ним вместе играем. Я писал, и у них тогда был в составе поляк и швед. И 3 русских игрока. Я им писал каждый день, почти каждый день я писал. Ребята, я кинул им свое резюме, какие турниры я выиграл в Counter-Strike. Что там у меня, какие успехи. Все покидал, всю статистику покидал. И меня потом позвали на тест. Вот. Я, грубо говоря, этот тест прошел. Меня взяли, но они сказали, что... Я потом начал понимать, насколько они выше уровнем понимания игры, чем я. Стрельба у меня была хорошо развита, но понимание игры вообще в целом, что когда надо делать, у них было, на 4 головы выше, чем у меня. И вот я так потихоньку начал учиться, мы начали тренироваться вместе, играть, и вот так вот. Когда ты понял, что ты достиг какого-то результата, что ты можешь сказать, вот прийти и сказать, все, это моя профессия, я этим зарабатываю на жизнь, это типа не хобби, и для себя, и как бы для родителей. Понятно, что они как бы... Я считаю, что вот киберспортсмена отделяет от любителя то, что он получает зарплату каждый месяц. То есть это не только призовые с турниров, но это тебя обеспечивает организация. То есть у тебя нет такого, что в один месяц ты сыграл турнир, можешь заработать много денег, а в один месяц ты не выиграл там ни одного турнира, не прошел никуда, и у тебя 0. То есть для меня это нестабильность. Все равно я считаю, что это должно быть как твоя работа, стабильный доход. А от турниров это уже какое-то плюсовое, дополнительное то, что ты можешь заработать. Мы поехали на первый чемпионат мира, но у нас не было ни зарплат, ничего. Мы заняли самое последнее место. Это было $1000 на команду, но я думал, все, это запах того, чего я чувствую. Я увидел вообще, как это изнутри. Я в КС ездил на такие маленькие чемпионаты. Там ездишь везде сам. Местные ланы. На таксишках добираешься сам, ешь там, что попало, дошираки, чебупели какие-то там еще. Ты ощутил организацию Я ощутил турнира. прям, что за тебя заплатили. Мы приехали в Канаду, мы увидели вообще, как это все устроено изнутри. Какие там команды, фейзы, ликвиды. Я думаю, вау, вот это уровень. Тогда мы уже поняли, что, возможно, мы станем частью этого. Поняли, что нужно еще сильнее относиться к тренировкам, к подготовке. И вот. Тогда это все пошло. А когда именно мы... в Team Empire мы попали, получается, это первые наши были деньги, именно как зарплата. Не то, что турнирные, а как зарплата. И вот тогда я уже понял, что это мы часть чего-то большего. Вот ты когда влился там в это комьюнити, и оно сейчас, наверное, может я ошибаюсь, но сейчас оно как будто бы больше в Европе и в англоязычных странах развито. И вы там вообще звезды. То есть вас не так сильно знают там в СНГ, как в Европе. Вот когда вы были на мажоре, там вообще в Твиттере просто что творилось. Вот это по факту... Как ты сам себе это объясняешь? Я объясняю тоже это тем, что у нас как будто бы в комьюнити в целом из-за дохода многих семей, то, что уровень дохода ниже, немногие себе позволить могут крутой какой-то мощный компьютер, и из-за этого многие играют в игры, которые им доступны. Дота, КС, мобильные игры. То есть больше народу следит за этим. Хотя вот тоже для меня непонятно, почему в доту играет много людей, потому что порог хождения там тоже очень огромный. Вот если судить с точки зрения новичка, который только пришел в игру, 150 плюс героев, надо все выучить способности, все это знать. Это на самом деле очень огромная база данных. И с точки зрения этого Радуга примерно схожа с этим. Но вот КС просто смотреть лично для меня. Я вот даже когда только начинал играть в КС, заходил на турнир, смотрел, мне было очень просто понять, что происходит. А тут же в этой игре непонятно, что происходит. И легче в КС пойти поиграть, чем там. А в Европе, мне кажется, и в Америке, и в Бразилии очень популярна эта игра, потому что, мне кажется, там есть культ
Xbox и PlayStation. Где игры с большими механиками всегда. Да, и эта игра на самом деле очень популярна была еще и на Xbox, и на PlayStation тоже. А в Америке это вообще поэтому там с ума сходит. Первые турниры были чемпионаты мира именно по PlayStation в этой игре. Они были в одном, по-моему, городе, проходило одновременно и по компьютеру, и по ПК, и по Xbox, и PlayStation. Понятно, почему так сложилось, что игра не популярна. Вот. Но вы почему? Короче. Возможно, я понял, взлет именно нашей команды. Да. Ну, то есть вы, хотя и нет сейчас каких-то офигенных результатов там, но вас все равно сильно любят, что бы ни происходило. Мне кажется, что это еще... Изначально наша популярность набралась, потому что мы прям по всем прошлись катком. Мы были неизвестной командой, только начинали свой путь, и у нас там была статистика, что-то 48 побед подряд у нас было, то есть без поражений вообще. И мы там всех закрывали вообще без шансов. То есть мы были как будто на 3 головы выше, чем остальные. Да, у нас была прям такая эра подъема, где мы пинали всех ногами, кого только можем. И мне кажется, это задало еще тренд. И я думаю, что в целом у нас команда очень серьезно выглядит. Я не знаю, как это назвать. Вот мы все в жизни очень такие доброжелательные, я очень общительный, люблю с кем-то пообщаться, но почему-то на турнирах мы настолько сфокусированы на игре, что все даже думали, что Шепард не улыбается, что мы все такие серьезные сидим, злые, вообще, такие. Настроены в фулл-фокусе, роботы, которые... Я это думаю, что тоже какой-то образ команде создает, таких несломленных людей, которые только за игру, не улыбаться, пока там первое место не займем, не выиграем, вот что-то типа того. Но у вас такого нету. Кстати, у вас очень, в отличие от других, наверное, дисциплин, очень такая позитивная атмосфера в команде. Ну, то есть, я к вам, когда приезжал, по-моему, после мажора, вы такие, да все нормально, тренируемся дальше. Ну, то есть нет никакого потому что я считаю, что вот это ключ к успеху, потому что я считаю, что в спорте очень сложно, прям невозможно практически добиться того, что ты всегда будешь выигрывать. У тебя есть какие-то пики формы, какие-то падения. И если за каждое твое падение ты будешь думать, что-то надо менять, там, игроков менять и так далее. Я считаю, что чем больше состав вместе, тем больше они переживают вместе проблем, тем больше вы проходите как-то рубежи какие-то, которые тебя делают как команду сильнее. Вот это лично мое мнение. Ну да. Но у нас такое происходило только прям когда критические моменты и когда человек почему-то меняется сам характером. Ну то есть что-то происходит такое, что он меняется сам как человек. Возможно, в жизни у него там что-то происходит, какие-то личные проблемы, еще что-то. И человек начинает там показывать какие-то черты характера, которые они до этого были либо спрятаны, либо он их не показывал специально. Ну, то есть, либо контролировал, а потом они вышли из-под контроля. То есть, такое происходит. Принимается решение о замене этого человека только потому, что он сам изменился, там, не исходя из каких-то результатов. Понятно, что его там поведение на это влияет, но у нас две замены были связаны вообще никак не с игровым планом. То есть в игре нас устраивали эти люди. У нас именно произошли какие-то личные конфликты, личные недопонимания, и причем которые обсуждались и, совместно с этим игроком. И потом мы делали вывод, что человек просто не меняется. Высказываешь человеку проблемы, а он просто либо не хочет это менять, не работает над собой. И, я считаю, что это человеческий какой-то фактор, это может произойти со всеми, может кто-то звезду поймать, там, ты выиграл один турнир, кто-то зазвездится, подумает, вау, мы самые крутые, начнет меньше тренироваться, меньше уделять времени игре, это все же, никогда не угадаешь, как это все пойдет. Кстати, в Радуге много экипировки всякой. Да, они выдают всякие прикольные, курточки, там еще что-то. Так, это колонка. Да, колонка, на которой я не так часто, но слушаю музыку, иногда хочется расчесть. Вот что я в зале делаю, это вот просто ты сел, включил себе какой-нибудь музончик и вот чисто расслабиться. Что еще у меня есть? Что за карты вот эти? Карточки, это мы покупали вещи с Фрагстора, и тут вот дают такие карточки скидочные. Вот представь, если бы не киберспорт, чем бы ты занимался? Очень хороший вопрос, я очень много над этим думал, на самом деле, потому что когда я словил выгорание, я понял, что очень сложно заниматься одним и тем же делом всегда, и если киберспорт стал твоей работой, раньше это было мое хобби,
Ты И получал у меня были удовольствие другие, независимо. у меня были другие увлечения какие-то еще. То когда киберспорт стал полностью, грубо говоря, моей жизнью, то я понял, что, видимо, нужны реально еще какие-то Хобби. хобби. И пока что я себе их не нашел, но очень люблю кататься на сноуборде. Мы раз в год раньше выезжали в Сочи кататься. И в целом, помимо этого, по сути, и все. То есть, как таковых прям хобби, которыми я занимаюсь там повседневно, ну, хотя бы раз в неделю, такого нету. Я для себя это замещаю игрой в другие игры. То есть, Радуга как основное, грубо говоря, направление. И очень много из-за этого, мне кажется, иногда получаю хейта, потому что мы очень много стримили в Valorant перед одним турниром. Я апнул там максимальное звание и запостил это за день до вылета, в ночь вылета. И написали, ты какую-то херню играешь, у тебя турнир мажор. И мы заняли там 2 место. И то есть, ну, людей как-то не писало, что я играю в Valorant. Зато когда мы играли в LoL, и мы поехали на турнир, и то же самое мы делали. Я играл в другую игру, просто я там расслаблялся. Мы играли в LoL, и мы заняли, ну, там, грубо говоря, там из группы вышли и потом вылетели. И все писали, вот, это потому что вы играете в другие игры. То есть, ну, на самом деле, киберспорт — это такая конфетка, которую все видят, ну, снаружи. То, что, по сути, все, что ты делаешь, это играешь... Что ты, компьютер играл? Выиграл да, деньги. Да, типа ты играешь в любимую игру, получаешь кайф, там не всегда это на самом деле все так сладко выглядит. Бывают свои проблемы, и с тренировками бывают проблемы, что сложно найти оппонентов, с которыми ты можешь нормально тренироваться, и выгорание можно получить спокойно, когда ты играешь, а потом... Я получил это, кстати, после турнира. Мы приехали, и у меня такое было опустошение, когда у нас был 3 недели без тренировок. И я вставал и понимал, я ничего больше не делаю в жизни, кроме того, как играю. И у тебя такие мысли, типа, блин, все, что я делаю, что я это играю, а сейчас все занимаются своими делами, мне нечего делать, одному я один играть не люблю, и в Радугу играть не хочется, и в эти игры играть не хочется. И я такой, блин, что делать? И вот тогда я 2 недели тупо лежал в кровати, смотрел сериалы, и то потому, что я не понимал, что мне делать. И было как-то все очень грустно и печально. Но вот этот период я пережил, и ну, он сильно, на самом деле, помогает тебе как личности развиться. Ты находишь свои Ты падаешь и поднимаешься на новый уровень, типа, осознаешь себя по-новому. Ну вот если бы Радуга осталась хобби, какая была бы твоя профессия? Вот не то чтобы так сложилось, а вот что бы ты мечтал, кем бы ты мечтал работать? Я думаю, возможно, что у меня бы работа связана была с детьми, потому что мне очень... Вот у меня у сестры 2 ребенка, и у меня и до этого еще это прослеживалось, что я очень люблю возиться с детьми. Мне просто, ну вот они как-то такие что-то прикольные, там, что-то с ними бегаешь, возишься. Так что, не знаю. Мы вот сейчас даже в Турцию ездили, возможно, это был бы какой-нибудь там аниматор какой-нибудь или что, типа того. В садике в каком-нибудь. Вот мне это почему-то вот очень прям в кайф нравится. Круто. Надо школу свою. А у нее маленькие дети или им уже побольше? Не, маленькие. Одному, получается, скоро 2 года, и одной 8 месяцев. Ну, совсем маленькие. Это они еще не это самое. Так мне нравится вообще с любыми. У меня там в Питере у дяди с тетей тоже были маленькие дети, потом они подросли, и, ну, там до 7 лет точно это кайф. Что ты там с ними делаешь, прикалываешься? Ну, мне нравится. Ты хочешь своих детей? Блин, на самом деле, вот опять же хороший вопрос, потому что всегда у меня не складывались отношения с девушками вообще никак. То есть это и в школьные годы из-за того, что я играл много в комп, у меня было сознание чуть-чуть на другие вещи переключено. Как все там с девочками гуляют? Да. И вот мне очень сложно, на самом деле, в эту тематику, так сказать, сейчас вписаться, потому что я могу общаться, типа, все окей, все нормально, но... Когда доходит до каких-то... Ну, то есть, ты можешь общаться просто там в компании, ни на что не надеясь, там, просто общение как с обычным человеком, а там искать именно для отношений. Именно так. И недавно я задумался о том... Раньше меня это вообще никак не беспокоило, но в один день меня как-то переклинило, и я подумал, блин, это получается, у меня есть сестра, у нее есть дети, но у нее фамилия мужа. То есть, получается, у меня есть родители, я единственный сын, и, по сути, на мне может закончиться род. Ну, грубо говоря, вот у меня такие мысли пришли, я такой думаю, блин, надо что-то делать. Как-то хреново. То есть, если это само придет, то есть, ну, какая-то будет у меня девушка, я не против детей. Опять же, из-за того, что я люблю детей, мне всем этим нравится заниматься, но вот именно для меня, мне кажется, сложно найти того самого человека, с которым у тебя будут, ну, там, взаимопонимание. Даже не важно, что там
одинаковые интересы. Ну, возможно, мы там будем играть в комп вместе, в плане она будет играть, я буду играть или что-то такое. Но и разные интересы могут быть. Я считаю, что просто сложно найти этого человека, с кем ты будешь вот это разделять все, понимать, поймешь, что это твой человек, с ним приятно проводить время. Ну и тем более у тебя такой образ жизни, что ты очень много времени тратишь. Да, вот это тоже хороший вопрос, то что многие говорят, типа, ты только делаешь, что сидишь дома. Но это я не делаю не по своему, грубо говоря, иногда желанию, потому что тренировки, когда, это работа моя, когда усердные тренировки, у нас, во-первых, всегда каждый день тренировки, у нас даже иногда типа бывает ни одного выходного там в месяц. А бывает еще и перед турнирами по 2 тренировки в день. Это минимум там 7-8 часов. И то есть куда-то потом идти, ну, вот где искать, так скажем, что я по клубам. Ну, честно, я такой человек, что понял, что я больше люблю активный образ жизни в плане отдыха. Я люблю в волейбол поиграть, на сноуборде покататься. Я не люблю там упиться, куда-то в клуб пойти, там танцевать. Вот мне это как-то, ну, я не из этой среды человек. Игровая. Это мое время, где я провел больше всего часов в этом доме. Тут есть также диванчик, чтобы просто расположиться, как-то удобно полежать. Допустим, одна карта тренировки у тебя закончилась, у тебя есть 5 минут перерыва, ты хочешь там расслабиться, просто что-то полежать. Ну, также сам компьютерный стол, где все находится. Там девайсы мои, как обычно, как все любят. Вот розовенькие наушники, там мышка. Расскажи про кресло. Про кресло. Это мне родители подарили на день рождения. Из-за того, что у меня кресло старое, потрескалось. Вот, Zone 51. Какой-то, не знаю, если честно, какой марки. Ну, выглядит круто. Тут у меня все документы, какие-то старые атрибутика. Вот есть. О, это которые с командами вы обменивались. Да, все верно. Все верно. Вот эти, это легендарные вещи. Я могу сразу сейчас, секунду, отсортирую свои, отложу. Так, это Нави, Доки, обменялся с ним. Это из Team One, Нескин. Это, кстати, моя самая первая джерси, которую я получил в Радуге. Вот такая. Да, не угадал. Мы играли за Room Factory, это YouTube канал. Вот. Так, фейзы. Это у нас... это, кстати, их менеджер. Я с менеджером менялся. Это с недавнего? Не-не-не. Это старый тоже? Да, это старый. Это Liquid. Оп-оп. Это очень популярный игрок, очень крутой. Это Шайко из BDS. Оп. Ну, тут у тебя как будто бы можно отследить эволюцию джерси других команд. Это Elevate. Какая для тебя больше самая дорогая? Я думаю, что Шайко. Ну, вот этот игрок тоже очень знаменитый. Это Боло из TSM. Так, это наши джерсухи старые. Так. Вот это с последнего. Это команда 8M. Вот, кстати, в Радуге сильно, ну, это в ходу меняться джерси, как в обычном там спорте после Я матча. думаю, что это очень круто. А вот это последнее G2. Я думаю, что это самое крутое меняться джерси, потому что как ты еще можешь, по сути, взаимодействовать с игроками? Но вы специально, как я слышал, брали старые джерси на турнир, чтобы поменяться. Да. Вот вы были на последнем лане. Каково это снова, ну, там оказаться не в плане игры даже. Вот я видел, что вы там менялись в джерси с другими командами, как бы снова физически оказаться в этом комьюнити. Это очень круто, потому что на самом деле мы переживали очень такие серьезные времена, когда мы ушли из Empire. На самом деле мы даже не знали, что будет в будущем, как вообще кто развернется. Мы думали уже, что, возможно, кто-то там по разным командам разойдется или еще что-то. То есть оно было такое открытое, неизвестное. Сейчас мы остались в том же коллективе, практически вышли снова на турнир, снова показали, на июле заняли первое место, для себя и для других показали, что мы до сих пор в той же форме можем играть. Но на лане было очень обидно, то, что мы с 2-0 не вышли, получается, и вылетели с турнира 2-3. Но я считаю, что мы вкатываемся в эту, так сказать, заново в эти турниры, еще точно наберем свою форму. И очень круто было снова оказаться в той атмосфере, где все команды сидят с друг другом, общаются. Мы снова увидели тех ребят, с которыми мы долго не виделись.
болтали с ними в приятной атмосфере, там, в баре за кружечкой пива, потом после турнира. Ну, то есть, это приятные эмоции. Но вот нет такого ощущения, что этот, результат турнира, LAN-турнира именно связан с тем, что у вас давно такого не было, не в плане там нахождения где-то среди команд, а в плане там медики, внимания, вот этого всего. Нет такого, что в команде у кого-то, чуть в некомфортную среду его поместили. Про медику я так не скажу. Скорее вот то, что мы очень долго не были на лане, и на лане игра совершенно отличается от онлайна. То есть на лане хуже слышно звуки, на лане можно делать какие-то неожиданные мувы, которые ты не делаешь дома. Вот мы, допустим, столкнулись с тем, что мы играли очень много против европейских команд, а из-за того, что очень мало коллективов, с которыми можно тут тренироваться, мы тренировались с ними и до турнира. То есть ты тренируешься с теми же командами, с которыми они понимают, как ты играешь. Да, и наша ошибка, мне кажется, заключалась в том, что мы пытались отыгрывать от своих дефолтов. Раньше мы на ланах всегда что-то новое придумывали, там как-то, а вот тут мы затупили конкретно и играли так же практически как дома. То есть все очень читали. Да, очень мало было каких-то новых раундов, каких-то даже йоло-мувов, которых ты можешь делать на лане. Вот я думаю, это нас отчасти погубило, так скажем. Ну и вот еще один, так скажем, мемориальный шкафчик. Тут у меня практически... Это оперативники все? Все оперативники из игры. Все, которые практически есть в коллекции, которые возможно достать как-то. Какая твоя самая любимая? Из героев, на которых ты играешь. Ну вот у меня Аша, раньше я на ней очень много играл, и Ягер, это по сути мои два основных оперативника, на которых я раньше играл. Какую способность оперативника из Радуги ты бы хотел в жизни, реально? Ну, из чего первое пришло в голову, это горелка Маврика, у тебя всегда огонь с собой будет. Такой, с пальца так. Нормально. У КВР бесшумный бег, но не знаю зачем это. Ну так, чисто, первое, что приходит в голову. Или из механики. Валькины камеры можно. Чисто накидал себе в доме, чтобы там воры не пробрались. Как началось мое коллекционирование? Эту фигурку я купил себе только самые первые 2 фигурки, когда мы ездили на турниры. И потом я понял, так это можно собирать. Я еще собираю бейджики с турниров. То есть нам, получается, выдавали вот там игрок, и это с каждого турнира бейджик. Тут еще вот фотография нашего самого первого состава, не самого первого, на который мы покажи, там ты вообще еще... и главное место. Это моя игровая зона, так скажем. Так, расскажи про микрофон. Что за микрофон? Микрофон — это Shure, самый топовый вообще микрофон для стримеров. Но так скажу, был он приобретен не без проблем. Мне его вообще изначально подарили на день рождения. И потом я понял, что этот микрофон нужно раскачивать по звуку. То есть у него изначально минусовые децибелы. Это усилитель для микрофона. Потом я купил еще одну аудиокарту, чтобы разогнать его. Эта аудиокарта не подошла. Мне пришлось купить другую. В общем, этот микрофон выдает чистый, хороший звук. Но я считаю, что он нужен прям только профессионалам, которые умеют работать с девайсами, с настройками, что-то вот это. Для обычного стримера и такой, со стойкой микрофона спокойно хватит, который на столе там стоит. Так, мышка и ковер. Мышка — это G-Pro от Logitech. Я не могу никак от нее избавиться, потому что я прям влюбился в эту мышку. Сначала была G-Pro, потом стала G-Pro Superlight. Я с беспроводных мышек до сих пор никак слезть не могу. Это ковер от Vaxi. Они делают такие прикольные разноцветные ковры, всегда разного стиля. У меня уже было, мне кажется, порядка 6 или 7 штук. Какой-то такой, в смысле... Он такой текстуристый, да. Вот. Потом это клавиатура от HyperX, забыл, как она называется, Origins. Вот. Наушники тоже от Hyperов, такие бело-розовые, стилевые тоже, под цвет корпуса монитора. Я вообще люблю, когда, в принципе, сочетание такое цветов. Контрастно. Не то чтобы контраст, просто люблю, когда все примерно плюс-минус по цвету сочетается. Так, монитор. Монитор — это тоже белый моник от BenQ. Это он куплен на самом деле очень давно. Я, может быть, буду обновляться на 360 Гц, потому что у нас на турнирах теперь стали делать 360 Гц мониторы. И чтобы играть как дома, так и на турнире на одном и том же девайсе, лучше приобрести себе его домой. У тебя даже тут подставка под наушники. Да, подставочка. Где она? Вот она вот так. Не можно под наушники. Но я предпочитаю вот сюда ее класть, наверх, мне почему-то так удобно. Ну что, это голова ВП, которую я себе не мог не приобрести. Легендарная шапка. Да, мне она тоже очень заходит. Ну и
Чикс. Аккуратнее, не поворачивайтесь к нему спиной. Хотя он спереди то же самое делает. Полный жир комп, я недавно себе, совсем недавно его обновил. Я не могу сказать, ну, прям точные комплектующие, они написаны у меня в группе ВК, но знаю, что карточка 4090, процессор самый топовый. Короче, тут прям full жир, мне примерно это обошлось там в 305 тысяч. Сколько тебе нужно в месяц денег, чтобы комфортно существовать? Вообще очень мало, на самом деле. Я недавно понял, что я такой человек, который тратит деньги только на самые необходимые вещи. Аскетыч, так скажем. То есть я не покупаю чего-то ненужного, я всегда экономлю деньги. Они у меня просто лежат на банковском счете, я понимаю, что вот это мои это мой запас, капитал, который когда-то, возможно, понадобится, но лишнего я из этого никогда не трачу. Я себе никогда не позволяю какую-то роскошь, даже если есть эта возможность. Единственное, на что я никогда не жалею деньги, это вот на девайсы, потому что я считаю, что это твоя работа, ты должен всегда иметь самое лучшее оборудование. На месяц, мне кажется, ну вот что, ЖКХ оплатить, вот единственная еда для меня будет стоить дорого, потому что я питаюсь только доставками, я сам не готовлю. Возможно, это было бы круто начать это делать, потому что я думаю, что сам процесс даже готовки, как хобби, знаешь, да, он очень успокаивает. Он очень успокаивает, ты можешь себя постоянно радовать какими-то блюдами, которые ты сам можешь делать, круто. И, возможно, это стоит начать делать, но, опять же, время вот это... У нас, допустим, одна тренировка, перерыв там в 30 минут и вторая тренировка. И в это время там себе сделать поесть легче заказать на окончание первой тренировки и покушать. Поэтому я думаю, что 30-35 у меня в месяц вообще спокойно. Я вообще ничего не делаю. Как будто бы в 2010 году я задал этот вопрос. Я говорю, я вообще ничем не занимаюсь в плане как-то вне дома. Мне нужно ЖКХ оплатить и еду себе заказывать. Машина у меня своя, квартира своя, в плане не плачу за аренду. Поэтому я и в спальне, и в игровой кондиционер, потому что на самом деле это очень важно, чтобы у тебя температура поддерживалась комфортная. Если слишком жарко, играть невозможно, слишком холодно. Слишком холодно еще ладно, ты можешь одеть кофту какую-то, еще что-то, но лучше, чтобы ты в комфорте полном был. Ну вот как на ланах бывает, я от многих слышал, что есть такая проблема по поводу кондеров, когда вы играете там либо в практисах, либо когда уже на арене, там в будках. Всегда такая проблема. Да, есть на самом деле на ланах такие проблемки. Обычно очень холодно на сцене. Вот я не помню такого ни разу, чтобы было жарко. Поэтому, если очень холодно, ты надеваешь кофту. Но некоторым неудобно. Мне, допустим, неудобно с длинным рукавом. Приходится закатывать, потому что у тебя, получается, рука вот так лежит. Если длинный рукав соприкасается с ковром, неудобно двигать мышкой. Поэтому температура — это важно. Смотри, мы сейчас в твоем практис-руме. И он достаточно уютно выглядит, там и фигурки, и там девайсы, все аккуратно. Исходя из этого вопрос, где лучше тренироваться для результатов? Тебе именно лично, на буткемпе или дома? Я так скажу, на буткемпе лучше всегда тренироваться перед турнирами, потому что очень много вы выявляете там ошибок. То есть, как я могу это по-другому еще объяснить? Дома ты, грубо говоря, доиграл тренировку, и там вы 5-10 минут посидели еще после тренировки, пообщались, и вы можете пойти по своим делам. Кто-то кушать, кто-то там еще что-то. На буткемпе после тренировки вы идете все вместе делать. Вы идете кушать вместе, обсуждаете все вместе, что-то придумываете вместе. То есть на буткемпе гораздо больше какой-то мозговой деятельности идет. Возможно, я это назову, что дома это рутина, грубо говоря. Ты как будто бы на удаленке чуть поработал и пошел заниматься своим делом. Типа того, да. А вот на буткемпе у тебя именно такой прогрессивная работа идет над своими ошибками. Ну а вот так по комфорту, даже не брать результаты, вот по именно своему ощущению, если не брать там команду и вот это вот все, где тебе комфортнее находиться в моменте, когда ты комфортнее, конечно, дома, потому что у тебя тут все подогнано под тебя, ты уже знаешь там что, где, как, все. На буткемп ты все равно приезжаешь, у тебя там компы другие, все другое, там столы другие, грубо говоря, но именно для достижения целей буткемп гораздо лучше. Опиши свой идеальный день. Ну вот буквально мы вот сейчас ездили в Турцию, и для меня реально там был кайф, то что ты, во-первых, у тебя там режим налаживается, и в 9 утра, могу так сказать, гораздо кайфовее вставать, чем в 5 вечера. И я когда встаю в 5 вечера тут, ну или там не в 5, неважно, когда у тебя режим поломанный,
ты встаешь как-то, тебя как будто всю ночь пинали, что-то там усталость какая-то. Вы встаете так поздно, потому что у вас праки, типа, с Да, другими командами да. в другом часовом поясе. Да. Понял. Вот, и получается, в Турции тогда было, ты встаешь в 9 утра, ну, видишь все эти красоты, так скажем, воздух свежий, вообще все так кайфово. Ты идешь на завтрак, вместе с семьей там завтракаешь. Ну, приятно время было проводить вместе. И я даже не скажу, что это какое-то место определенное, типа Турция, из-за этого все было круто. И мне просто нравится проводить время в семейном кругу, там, с детьми, с сестрой, с родителями ее мужа, там, со своими родителями. То есть, когда такая большая компания, есть что поделать, ну, мы там пошли в волейбол поиграли, пошли покупались на море, покупались в бассейне. То есть, такое какое-то активное времяпровождение. Мне вот это нравится. Я, по сути, мог бы от всего чего угодно активного там кайфануть. Страйкбол, пинтбол, там, волейбол, вообще вот, пинг-понг поиграть, вообще вот очень много. Это как будто бы нетипичный способ отдыхать, грубо говоря, для киберспортсмена. Ну, в понимании там аудитории стереотипно. Ну, возможно, да. Но вот мне иногда не хватает этой активности в реальной жизни, ну, когда именно у нас идут тренировки, потому что ты всегда за компом, у тебя очень мало активности в день. Вот именно ты особо не ходишь никуда, ты вот сидишь постоянно, у тебя все равно, ну, мне лично не хватает этого. Что делают киберспортсмены на пенсии? Да, что делать? Вот так. Мне кажется, опять же, зависит от того, что ты вообще хочешь от жизни, какие-то у тебя остались ли накопления после киберспорта. Потому что, возможно, кто-то кутит, тратит деньги направо-налево, он выйдет с киберспорта. Вот это как и в обычном спорте, да. И это будет самая большая его проблема, потому что много спортсменов и киберспортсменов вообще понимают и осознают то, что они вышли в мир, где они, по сути, ничего не умеют делать. Кроме того, что у них было на закате карьеры, и они должны вливаться в новую жизнь, искать для себя новые интересы. Какие-то, я не знаю, если остались накопления, пытаться открыть какое-то свое дело. Либо найти себя в той же сфере, только каким-то другим человеком, тренером, возможно, организатором в турнирах помогать или что-то такое, остаться в этой сфере. То есть это, опять же, такой вопрос открытый, чем человек заинтересован дальше заниматься. Ну вот в киберспорте как будто кроме там тренерства, аналитики и вот остаться именно в команде, но на другой роли, есть как будто бы стримерство, там медийка, да, YouTube. Да. Вот я заметил, что у тебя раньше как бы ты качал канал там на YouTube, много стримил. Почему сейчас перестал как будто бы это делать? Это проблема у меня всегда, не то чтобы проблема, у меня такой, можно сказать, склад личности, я забыл, как он называется, что в один месяц я могу быть очень открытый к людям, со всеми общаться, все вообще, все так круто, а в один месяц я могу просто зажаться в себе и такой, вообще ничего не хочется делать. Не стримить, ничего. Хочу просто вот отдыхать, либо я могу даже играть в те же игры, но без стримов, просто мне самому не хочется. И для меня вот, сложно всегда быть на виду, всегда там в Твиттере все постить, всегда быть активным медийно. Для меня это все равно сложно. Я иногда просто хочу побыть наедине с собой, не показывать никому ничего, просто вот так. Есть ли у тебя какая-то глобальная цель в жизни именно по-человечески, не касающаяся киберспорта, там выиграть 600 мажоров, а вот какая-то глобальная цель, где ты себя видишь там через... Я вообще такой человек, который как-то на будущее не загадывает, так скажем. Ну, грубо говоря, живу сегодняшним днем. Меня там иногда родители спрашивают, а что ты будешь делать через 2 недели? Я говорю, 2 недели? Как можно вообще запланировать что-то на 2 недели? То есть я в плане, чтобы что-то себе там намечтать о чем-то, чтобы именно глобальная цель какая-то. Я вот и вообще не люблю себе ставить цели, потому что по их достижению ты как будто вот иссякаешь. Вот у меня раньше было, вот раньше я такое себе делал, типа, цель выиграть мажор. Мы выиграли мажор, я такой, типа, вау, круто. Что дальше? Типа, да. Зачем мне нужна была эта цель? Для чего себе я ее конкретно поставил? У меня же в жизни от этого ничего не поменяется. В целом конкретно ничего не поменяется. После мажора я себе поставлю цель чемпионат мира, а потом после чемпионата мира, типа, что изменится? То есть для меня такого какого-то конкретных целей пока нет. Возможно, потом изменится мое сознание, разум, я скажу, вау, хочу полететь в космос, там, быть вторым Илоном Маском, я не знаю. Я говорю, человек с возрастом меняется, поэтому все что угодно может произойти. Расскажи про самый счастливый и самый грустный, наверное, момент в жизни, который у тебя случался.
Я даже не знаю. Наверное, когда вот пришел успех в том, чем я пытался добиться, получается, когда мы первое место заняли в 2019 году в Америке. Первый наш был выигранный мажор. Я такой думаю, потом уже осознавая... Когда ты вначале выигрываешь, ты вообще не понимаешь, что произошло. Вот вы заняли первое место, подняли кубок, и у тебя как... Нет... Эйфория просто в моменте. Да, ты типа такой, вау, круто. А потом у тебя приходит осознание, да, и я понял, что вот того, чего я добивался, оно случилось. То есть я шел к этому годами, мы там с родителями все это проговаривали, там и были и ссоры и так далее. И вот все, к чему я шел, оно произошло. А самый грустный, наверное, момент — это, я думаю, у многих людей так, это потеря близких, то есть смерть там бабушки, дедушки, это и на характере сильно сказывается, и в целом, если у тебя была достаточно близкая связь с этими родными. У меня бабушка с дедушкой меня очень много воспитывали там в детстве, я очень много жил у них, то есть такие серьезные последствия несет. На чем ты последний раз плакал, всплакнул так, и смеялся сильно прям? Смеялся прям сильно я не знаю, потому что я такой в целом я постоянно над чем-то угораю, мне типа смех для меня не является чем-то... Из ряда вон выходящим. Да, типа, что я такой, вау, какая же это была бенгер шутка, что я прям поражался с нее. То есть я постоянно с чего-то смеюсь там, а плакал. Фильм «Аватар», тоже когда мы смотрели, вот, там была сцена, где, получается, у главного героя умер сын, и мы смотрели с папой этот фильм. Еще и с папой. Да, мы смотрели с папой этот фильм в кинотеатре, и типа, сразу проецирование на жизнь, сразу моментальная проекция. И вот тогда, да. 3 совета молодому игроку, в радугу или не в радугу, неважно, я думаю, молодому киберспортсмену, который вот только начинает свой путь, какие-то напутственные слова, что ему нужно сделать, чтобы не сворачивать с пути. Я посоветовал никогда не сдаваться в плане того, что показывать себя. То есть многие люди боятся контактировать с другими людьми, думая, что про них что-то плохое подумают. Я для себя в жизни понял, что все люди вокруг, им на самом деле не важно, что ты делаешь. Орешь, не орешь, вообще без разницы. Они могут на тебя косо посмотреть, но через секунду они про тебя забудут, потому что ты для них больше в жизни вы не встретитесь. Можно делать что угодно. Написал одному в личку, спросил, пробился к нему в дверь, он тебе не ответил, написал другому. Нужна именно эта активная позиция от человека, который хочет в киберспорт. Потому что в киберспорте нужно быть в нужном месте в нужное время. Чем больше ты будешь контактов себе... Да это вообще по жизни работает в целом, не только в киберспорте. Чем больше ты себе контактов налаживаешь, с кем-то знакомишься, новыми людьми, тем больше шанс того, что вы в будущем как-то пересечетесь в этой же сфере и как-то, возможно, начнете вместе с друг другом взаимодействовать. Если вы только-только начинающий, вам там нет 18 лет, вы с учебой, больше рассказывайте родителям о том, чем вы вообще занимаетесь. Потому что многие родители боятся, на самом деле, за своих детей, из-за того, что они не видят в этом будущего, не понимают, куда это все приведет. Если рассказывать про это все, показывать наглядно, там, что есть турниры, есть то, есть это. Да, они, возможно, этого все равно не поймут, но надо все равно пытаться... Донести до них, пытаться что это не просто до них, так. что сейчас это точно такая же работа, может быть, как и, там, я не знаю, учитель в школе, еще что-то. То есть такие же обычные работы, это просто все прогрессирует, двигается, поэтому в этом нет ничего нового. Вот такой... Я этому совету сам не следую, но я думаю, что это очень круто бустит именно тебя как игрока и вообще в целом как личность. Это хороший режим и здоровое питание. Я вот когда ходил в зал, это было то время, когда я этому придерживался, но я понял, что с моим распорядком дня это сложно делать, но вот я, когда в зал ходил, правильно питался и просыпался достаточно рано, там в 9 утра, в 9:30, и у тебя день становится, во-первых, в 2 раза длиннее, как будто. Ты прям очень много можешь всего делать. Энергии много, да, ты потому что чувствуешь прекрасно. Проецируя на сегодняшний день, я могу встать там в 3, в 4, проваляться на кровати, потому что мне просто впадло что-то делать. Потом тренировка, 2-я тренировка, и вот у тебя уже ни сил, ни энергии что-то делать. Когда встаешь рано, просто нереально много, у тебя день продуктивнее становится. А хорошее питание, это в целом влияет на твою кожу, там, на твои гормоны. И на сон, опять на же, сон, режим. на все. То есть, когда правильно питаешься, у тебя как-то ты в тонусе лучше себя чувствуешь. И еще один, наверное, совет я дам, то что
это, опять же, много кто говорит, но не слушать вообще никого. Потому что в моем окружении были люди, которые говорили: да, киберспорт, да ты вообще, ты понимаешь, насколько это типа трудно, ты понимаешь, насколько это вообще сложно туда прийти, сколько ты должен времени на это потратить. И очень много людей, которые говорят тебе: все, хватит, стоп, остановись, типа, это какая-то фигня, ты идешь не по тому пути. Если у вас есть реально цели, желания, мечты, вы просто все это вот так вот откидываете от себя, а потом реально своими успехами докажете, что нет ничего невозможного. Следуйте своей мечте, не слушайте никого на пути к ней. С нами был Даня, он сегодня нам показал свою квартиру, свое жилище, дал небольшое интервью. Спасибо тебе. Спасибо. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Надеюсь, ты уже успел посмотреть наши предыдущие видео. Если нет, то тебе сюда.